Моей бабушки давно нету, давно. Но у меня очень классные воспоминания, когда мы приезжали к ней на лето. Она была швея первоклассная, она так шила, она обшивала просто весь район. Когда еще не было толком тогда, ну, конечно, никаких магазинов, она шила лучшие свадебные платья, расшивала их вручную бисером, такими вот бусинками, пайетками, у нее столько было пайеток вообще. То есть такие платья были, вот кружево, пайетки, бисер, сверкающие просто. Она такую красоту. У меня вот у мамы есть свадебная фотография, она ей чуть ли не корону такую сделала, расшила. То есть штучка такая, которая держать фото. Она прям очень красивая. И всегда мы любили полазить в ее швейную машинку. У нее тоже была такая вот столик, откидываются, и здесь такие вот полочки ярусные открываются. Там нитки всякие. И я с детства знала, что такое шпулька, там все такое, катушечки эти. И она вот так вот крутишь, шила, вышивала, то есть такая прямо рукодельница была. Вот. И она жила одна, а потом она познакомилась, она ездила торговать еще семенами в Россию, и в России она познакомилась в Липецке с мужчиной, и где-то ей было, наверное, 50 с хвостиком, она вышла замуж и уехала. А домик свой продали, я помню, что тогда это было $3000, у нее 2 детей, моя мама и дядя, ну и такое что-то поделили вот по 1000 всем, и все. Ну, и недорого продали его, хотя дом был такой хороший, с печкой огромной. Вот. И в доме были железные кровати. На кроватях было много подушек. И под кроватью были вот эти вот такие вот шторки такие с кружевами. Угу. Я сейчас уже почитала, что это называется подзоры, если правильно. Вот эти воспоминания о бабушкином доме, конечно, ну, вообще все детство же было там. Всегда у нее такой двор длинный, ну, с таким забор, знаешь, самый обычный такой деревянный. И я вот, когда берешь палку, и там полдня крапиву где-то там, и потом я всегда, когда уже шла прямо к дому, я всегда палкой этой по этим... Паштакет. Да, О, мы это паштакет. тоже Так... любили. Я любила этот звук тоже. Вот. И так всегда у нас была корова, она молока надоит, там, кто любил с пенкой, это так, холодильник. И у нее, кстати, в летней кухне стояла такая гигантская какая-то колонка. Еще когда включали, такой звук был громкий. И в ванной была такая, просто что настолько она со вкусом делала, такая черно-белая плиточка, шахматы насмотрелась. Прямо очень круто. И над ванной было окошко. И окошко это прямо выходило в малинник, поэтому... Это поэтому ты меня просишь сделать ванную с длинным окошком над ванной, да? Наверное. На всю длину. Ну, я помню, мы такие, как залезет туда, жарко уже, там вода горячая, пар поднимается, это окошко запотеет, протираешь, откроешь, там получается и малина такая шатается, и там, если до ягодки можно было дотянуться, еще и оттуда, с той стороны, еще и ягодку сорвал и плёхаешься в ванной. Мы, как всегда, там поналиваем воды, она нас одного за одним, оп, оп, как в мультике про... Любила она вас, да? Реально любила бабушка, да? Ну, у нас, да, конечно, хорошие отношения были. Как в этом, там, где про обезьянку этот мультик? Сотни мальчишек, и там, где вот эта мама обезьянка этих детей таких, и она вот нас хоп-хоп, а всех вот в одеяло, вот получается, мы становились по очереди, она такая брала полотенце, и ты такой вылазишь, она такая, оп, укутывает, следующий берет полотенце, оп, накрывает, и мы в этих полотенцах, и так выйдешь из летней кухни. И получается, ну и там такая дорожечка перебежать из летней кухни в дом. И такой еще после ванны распаренный. И воздух такой свежий. Так еще постоишь чуть-чуть, пару секунд, и в дом. А в доме уже мы покушаем, она из печи достает кашу какую-нибудь, вот этот чугунный поставит пшенку такую молочную, сладкую, с маслом. И с молоком еще. Обязательно на молоке прямо. Мы эту кашу с молоком поели, там еще немножко
поболтали, поиграли, и все, она нас загоняла спать. И вот когда, например, она топила печку, она еще брала вот так одеяло, прикладывала к печке, чтобы она была теплая. И вот у нас была целая церемония. Ты так вот ложишься, как вот солдатиком на кровать, и она вот это теплое одеяло на тебя сверху ложит и уже спать. И все. И поэтому ты уже молока попил, кашу поел, покупался. После этого весь день гоняли в пыли, там все были грязные. Лег, на тебе теплая одеялка. И последний уже, самый последний был ритуал. У нее висел такой ковер, ну, над кроватью с всякими такими, типа, узоры, мне не напоминали лабиринты. И ты вот так вот еще вводишь пальцем по этим узорам и засыпаешь. Вот. А утром просыпаешься, все, птицы поют, открыли. И мы иногда тоже вот открываешь окошко и прямо через окошко в огород, и сразу бегом побежали сразу носиться. Знаешь, ты будешь хорошей бабушкой. Вот через несколько месяцев у тебя уже приедется внучка, ты точно знаешь, как о ней заботиться. Да, условия, Будут ну к то, нам что приезжать сюда, мы как домик, раз успеем все да. сделать, пока девочка вырастет немножко, чтобы приезжать в гости к бабушке. Здесь все будет у нас прям классно. Вот дом в деревне был у бабушкины, насколько тоже он был благоустроенный, и вот сколько всякого интересного у нее было. Она еще работала на заводе уборщицей, и там было очень много корреспонденции, и она ее брала, ну, старую, знаешь, такую, просто чтобы в печь сжигать. Но эти письма я обожала играть. Вот сестра моя любила играть невесту, надевала там каблуки, доставала вот эти штучки, которыми накрываются подушки. Угу. Она брала ее, резинку вот так вот сверху, чтобы вот так вот сюда, как этим, резинкой, чтобы она держалась, как фата. И она вот играла невесту, а моя любимая была игра, вот в начальницу играть. Я брала эти все бумаги, которые бабушка с завода привозила, и делала вид, что мне нужно все подписать. И я вот такие просто брала стопку и ставила свою роспись. Типа ко мне приходят, спрашивают такие: распишитесь, пожалуйста. Я говорю: да, не вопрос. И расписываюсь. Какая ты интересная девочка была. Маленькой Да. Настенькой. Да. А еще у бабушки были груши. Они, конечно, очень быстро портились, но такой сорт, такие сладкие, прямо медовые. Они вечно были облеплены просто осами. Такие они были сладкие. Ну и так их, то есть они быстро портились. А она их собирала еще когда пока по свежаку и на печи как-то вялила. И они получались, вот прямо тянется ириска, карамель, вот такие вот. И она вот на печи их много разложит, чтобы они посушивались. Мгм. А они как только уже такие вот подвялились, уже все. Мы все съедали. Ничего до зимы не оставалось. И она очень классно делала патиссончики. Выращивала. Мы в детстве еще обожали, думаю, как медузка маленькая у него такая. Она патиссоны закатывала с яблоками как-то. И это было так вкусно. Этот патиссон достаешь, он такой крепкий, упругий, и ты по вкусу уже не поймешь, что это патиссон за счет яблок. И казалось, и она нам в детстве говорила: это ананасы, и мы верили ей, что это мы едим ананасы. Прям вообще. Или еще пшенка с фасолью была такая, вот эта каша очень вкусная. Пироги она очень много пекла, все в печи. Ну, и поэтому, ну, такие были крутые воспоминания. И когда я приехала в этот домик и смотрю, кровати железные, как было у нас, печка, вот, и главное, нитки тоже, как у моей бабушки, мы уже насмотрели на кухаре швейную машинку один в один, как была у моей бабушки. Мы хотим эту машинку купить, потому что я хочу шить наволочки, как много наволочек, со всякими помпончиками, кутасиками, сшивать их. Вот. Или, возможно, даже и пододеяльники, какие-нибудь шторки потом посмотрим. Ну, в общем, скажем, декор для дома, какой-то текстиль хотелось бы самостоятельно выбрать, какой хочется, и именно нашить, как я люблю, по краешкам кружево, рюши,
помпоны, кутасики, кисточки такие, там, ну, разные вариации, а, смотря что на что. Вот. Так что, ну, этот домик напоминает мне бабушкин, прям очень напоминает. Классная история ты рассказала. Я вспоминаю свою бабушку тоже. Вот. И особенно, особенно такие моменты были, когда мама дома сварит суп и загоняет нас всегда. И там, Виталик, иди там, есть, и там Олег, там Зоя. А мы болтаем где-то, знаешь, на улице. Все. Я любил с мопедами возиться, там, велосипедом. Мама этот суп отнесет бабушке Таисе. Мы приходим, наворачиваем, о, мама так не умеет готовить. Вот, даже через дорогу от нас. Такие дела. Очень нас тоже любила. А у дедушки был мотоцикл, он нас всегда катал на нем. Поехать в грибы, там еще куда-то. И даже один раз дал мне прокатиться. Но он очень ревностно относился. И от него вот мне передалась способность разбираться в технике. То есть дедушка, вот Костя, он настолько... Он меня научил, что вот, например, машина не заводится или мотоцикл не заводится. Я могу палец в люльку вместо свечки дернуть лапкой, двойная искра, еще что-то. Ну, есть какие-то моменты, и я понимаю, почему он не заводится. И еще в школьные времена я мог вытащить из мотоцикла двигатель, разобрать его на кусочки, коленвал вытащить. Ну, мужчины поймут, о чем я говорю. Там. То есть и самое нутро разобрать на куски, все сделать, заменить сальники, там, игольчатые подшипники, в шатуны, еще что-то, собрать и поехать завести. Я даже помогал друзьям делать мотоциклы, то есть у кого-то, или машины, то есть у кого-то что-то не заводится, я всегда мог очень быстро понять, что же с этим не так. Так что здорово, когда наследие, ну, когда мы можем вспомнить, кто у нас был. У меня у папы был мотоцикл. И мы даже к бабушке по звуку мотоцикла уже еще далеко-далеко, а мы уже знали, что папа едет, потому что слышно было, как работает двигатель, и еще в коляске. И мы так любили, даже когда в дождь, он нас в эту коляску посадит, а сверху была такая, как из силикона какая-то такая вот клеенка, такая плотная. И вот она застегивалась, и мы, например, ляжешь в этой коляске, и смотришь, как капельки капают по этой вот. Тоже такие были крутые воспоминания. На мотоцикле гонял вообще, возил нас. Это вот у меня такие. Потом уже это к брату старшему перешла эта любовь к мотоциклам. И он там с детства сначала купил мопед, сделал его, продал, потом мотоцикл. Как-то вот. Ну, короче, классно, когда есть такие хорошие воспоминания из детства. И она еще, а еще бабушка всегда, когда шла с работы, она там что-то где-то купит и давала нам в коробочке. Мы уже ждали, когда она приедет. Она на велосипеде приезжает, сладит, такая дает коробочку. Это вам лисичка передала. Она нам всегда говорила, что это лисичка передала. А там какой-нибудь, ой, а когда банан мы открываем, а там бананы карамельки. Это просто роскошь, роскошество вообще. А еще особенно от лисички. А если они где-то подмялись как раз, ты же понимаешь, что лес это экстремальные условия, а потом, как родители, оказывается, с собойку возьмешь какую-нибудь, она где-то помнется, а то, что осталось, они такие, лисичка передала. Мы же думаем, ну реально там лиса по лесу носилась, ну помялись, карамельки помялись. Прикинь, а у нас папа с работы обычно, это папа всегда привозил остатки там хлеб, кусочек там чего-то. Зайцев хлеб он называл всегда. Да. Заяц вам и мы садимся прям, о, это было прям тоже вот из Вот детства. вам такое. заяц передавал, а нам лисичка. А еще, когда бабушка варила суп, и она, ну, конечно, там были крылышки, ножки, добавляла даже гребешок туда, когда, если петуха добивали. Ну, и, короче, и так мы не особо что полюбили там. И даже вот прям лапки куриные в суп. И так вроде бы не хотели их есть, но как-то она вкусно очень варила. Я помню, что мне очень нравилось детство. И мы еще, причем даже она вот так вот наливает, и каждый смотрит, кому что попалось, потому что она говорила, кому ножки попались, тот будет быстро бегать. Там, например, лапка, будешь копать классно. А если крылышко, улетишь. Типа, из дома улетишь рано. А мы хотели рано все из дома улететь.
И поэтому такой, мне крылышко, ну, там, типа, мне ножку. И так мы не особо хотим мясо есть, но это был как... Мотивация была. Маркетолог бабушка была еще та, Да, получается. киндер-сюрприз нашего детства. Что тебе попадется. Знаешь, у тебя очень богатый внутренний мир такой. Вот. И я понимаю, почему ты помогаешь людям. И это так работает классно. Ну, во многом благодаря тому, что у тебя было в детстве. Во многом от бабушки, то, что ты получила, прям вот это изначально заложенное, что-то такое. Ну да, потому что я с детства тоже была такая очень наблюдательная. Я очень... вот все в основном наши любили там играть с детьми, я любила тусоваться со взрослыми. И я очень много наблюдала за взрослыми. Слушала их разговоры, я очень любила слушать. Особенно бывало там к бабушке, когда кто-то придет, залазишь на печку, и с печки там как-то тоже такое расстояние между печкой и потолком, и было видно кухню. И мы вот залазили на печку. Как у нас здесь, кстати, там над печкой, вот есть щели немножко, там отсюда их не видно, и тоже просматривается сюда, ну, наоборот, из кухни сюда, да. Может быть, не знаю, сегодня мы обои с этой стороны уберем или нет, но там что-то непонятное под обоями тоже я заметила какие-то Да, будем все полости снимать. такие. Я думаю, будем менять там, я фанеру буду там другую делать. Да, а это вот прям хорошее. Я вот когда спала ночью иногда касалась. Ну да, хорошая. Ну да, пошпаклюем, а дальше посмотрим. То ли обоями клеить, то ли просто покрасить. Да, у нас еще вопрос здесь. Возможно, просто покрасим. Но просто там гвоздики вот эти, они ржавеют, и они будут краску вздувать. То есть добиться антиржавчины такого момента, чтобы она не проступали, эти точки. Ну, это почти невозможно, к сожалению. Они уже ржавые. Они уже ржавые. И вот это все решить, как в автомобиле, покрасишь по жучкам, да, и даже если антикоррозийкой обработал, зачистил, все равно оно будет заметно со временем, ну, скорее всего, но оно очень тщательно. И здесь, получается, их надо то ли вынимать, то ли спиливать болгаркой. Но, скорее всего, все-таки, наверное, будем поклеивать обоями какими-то такими. Ну, посмотрим, да. Ну что, любимая, спасибо тебе за твое мини-интервью, Даша, как обычно. Чтобы вы понимали, у нас мы очень много разговариваем, часами иногда. Вот. Но сейчас нужно идти работать, делать потолок. Да. Если я буду в состоянии, то я его сделаю. Если нет, к сожалению, придется просто отлежаться немножко, и мы поедем обратно. Но хотелось бы сделать, потому что там, вот я видео только что забросил вчерашнее вечернее, где ты убирала там такую гору мусора. Ты таскала ее ну, я не знаю, с 7 до 12 часов, наверное, или с 6. Несколько часов потратила вытаскивать самое ведро. И я ничего не мог поделать. Знаешь что, в этой Прям... куче самое неприятное не то, что все вперемешку. Там даже какая-то, там попадались и какие-то кожухи, или как это назвать, такие, как спецовки, короче. Ну, такая, какие-то фуфайки, не знаю, как что-то за одежда. Вот, и там, и какой-то ковер, как бы дорожка такая, как в прихожей раньше ложили. Вот. Но именно что такая вот пыль, такая супер мелкая дисперсная, если можно так сказать. Ну, прям она чуть коснулся и просто в туман поднимается. И мы вот, короче, надо только какую-то маску надевать и с маской это все делать, потому что очень пыльно. Ну, на следующий раз буквально возьмем. пыльная работка. Угу. Да, ну очень хочется просто, конечно, там навести порядок, заделать эту дыру, заложить новый материал, все сразу обильно прямо пропитать пропиткой. Мы купили антисептик, который против гниения, против насекомых, против всего, и прямо вот это все, короче, пропитаем и поедем, пусть настаивается. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы на втором, там, на чердаке убрать, чтобы это вот весь хлам, чтобы он, короче... Но в целом там полметра слоя, грубо говоря, вот этих опилок, слежавшихся вот этих, да, даже не опилки, там как иголки из дерева. И это все утрамбовано вперемешку с кирпичами, мусором.
Там несколько Да. тонн, скорее всего, балласта такого. И Ну, это я- огромная работа. То есть, прикинь, Мгм. это всего лишь 2 квадратных метра и такая гора мусора. А дом Да. 64. Ну, знаешь, мне кажется, типа, что мы его, конечно, вот напоследок больше Да, оставим. напоследок. Но Сначала двор, когда все не на остальное. скорость, а уже когда ты, например, живешь здесь, и по чуть-чуть, даже если какой-то освобождать хоть там, не знаю, метр квадратный, там, от случая к случаю, уже наведется порядок со временем. Так что, Да. ну, потихоньку никто не гонит, можно это делать. Нам главное вот здесь сразу, чтобы привести в порядок. Вот. Очень, конечно, я именно жду того момента, когда мы будем обшивать под крышей, обшивку делать. Но так как ты сказал, что нужно делать леса, это сложная работа. Да, фронтоны надо подшивать, почему и сгнило там как раз торца в кухне, потому что там затекало, и это нужно решать. Ладно, любимочки, все. Погнали Да, работать. сидишь так хорошо, а когда встаешь, так ох, чувствуется. Нормально. Я тебя люблю. Ты в курсе, как я тебя люблю сильно. А я люблю тебя. Честно, у кого это музон играть? Соседи, наверное. Где-то в селе работают.